Урок 1. Цифровой баланс. Согласен. Все дело в том, чтобы найти здоровый баланс в цифровую эпоху, в которой мы живем. Да, в интернете так много информации, что легко ошеломляться. Именно так. Нам нужно установить границы, чтобы не быть постоянно подключенными к сети. Да, и перерывы от экранов могут значительно улучшить наше психическое благополучие. Думаю, включение оффлайн занятий в нашу повседневную жизнь может быть очень полезным. Абсолютно. Будь то чтение книги или прогулка, эти моменты важны. Да, и они могут помочь нам восстановить связь с собой и окружающим миром. Я согласен. Давайте поставим себе цель проводить больше времени, наслаждаясь жизнью за пределами наших устройств. Похоже на план. Мне не терпится вместе вести более сбалансированный образ жизни. Урок 2. Оценка цели. Согласен. Важно продолжать оценивать наши цели и при необходимости корректировать наши планы. Да, жизнь постоянно меняется, и нам нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. Именно так. Регулярная оценка нашего прогресса поможет нам сохранять концентрацию и мотивацию. Думаю, также важно праздновать небольшие победы на этом пути. Абсолютно. Признание наших достижений может повысить нашу уверенность и энтузиазм. Да, и это побуждает нас продолжать двигаться вперед даже в случае возникновения проблем. Я считаю, что гибкость наших планов способствует росту и открытиям. Определенно. Давайте уделим время пересмотру наших целей и внесению необходимых корректировок. Отличная идея. Я с нетерпением жду возможности вместе доработать наши стратегии. Урок 3. Запрос на обслуживание в номере. Не могли бы вы помочь мне с запросом? Да, не могли бы вы также прислать чашку кофе в мою комнату после того, как я проснусь? Конечно. Я позабочусь о том, чтобы оно было доставлено свежим и горячим, когда вам это понадобится. Спасибо. Чашка хорошего кофе по утрам — это как раз то, что мне нужно для начала дня. Я прекрасно понимаю, это действительно может изменить ваш утренний распорядок дня. Да, и я ценю удобство доставки еды и напитков в номер. Это так расслабляет. Абсолютно. Приятно наслаждаться уютным утром, никуда не спеша. Именно так. Я смогу насладиться чашечкой кофе, планируя свой день наперед. Звучит отлично. Дайте мне знать, если вам еще что-нибудь понадобится. Я так и сделаю. Спасибо за помощь. Это делает мое пребывание еще лучше. Урок 4. Удовлетворенность сэндвичами. Я только что съел вкусный сэндвич и кофе. Это был прекрасный обед. Звучит потрясающе. Были ли задержки во время поездки, чтобы насладиться этой едой? Совсем нет. Все прошло гладко, и я смогла расслабиться и насладиться едой. Приятно это слышать. Всегда приятно, когда планы на путешествие идут без сучка и задоринки. Да, вкусная еда по пути сделает любую поездку более приятной. Я согласен. Совместная трапеза — один из лучших способов познакомиться с новым местом. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности попробовать больше местных блюд во время своих путешествий.
Да, давайте составим список мест, которые стоит посетить, и блюд, которые стоит попробовать в нашем следующем приключении. Не могу дождаться. Изучать новые вкусы всегда интересно. Урок 5. Наслаждаемся обществом друг друга. Это правда. Мы можем просто наслаждаться едой в компании друг друга, не отвлекаясь. Абсолютно. Хорошая еда и отличная беседа — идеальное сочетание. Да, и именно моменты, проведенные вместе, оставляют незабываемые воспоминания. Я согласен. Совместная трапеза позволяет нам общаться на более глубоком уровне. Именно так. Дело не только в еде, но и в впечатлениях, которые мы создаем вместе. Да, и я думаю, именно это делает ужин в ресторане таким особенным. Давайте вместе спланируем еще несколько трапез. Мне нравится посещать новые рестораны вместе с Мне бы вами. очень понравилось. Каждый прием пищи — это возможность для приключений и общения. Мне не терпится вместе открыть для себя еще больше вкусных мест. Урок 6. Спор Винбиа. Похоже, у него возникли проблемы, когда он не разрешил НБА использовать свой имидж для лицензирования одежды для отдыха. Да, это было довольно спорное решение, учитывая, насколько оно может быть выгодным для спортсменов. Абсолютно. Многие игроки зарабатывают на своем имидже, и отказ от таких возможностей может вызвать удивление. Однако я понимаю его позицию. Защита бренда имеет решающее значение на современном рынке. Определенно. Все дело в сохранении контроля над тем, как вас представляют, и обеспечении того, чтобы это соответствовало вашим ценностям. Именно так. Я восхищаюсь его позицией, даже если она вызывает негативную реакцию со стороны болельщиков и лиги. Да, это тонкая грань, но отстаивание того, во что вы верите, может вдохновлять. Я согласен. Интересно посмотреть, как это повлияет на его дальнейшую карьеру. Мне интересно узнать, последуют ли его примеру другие спортсмены, или же они продолжат получать поддержку. Урок 7. Сбор информации. Если у вас есть дополнительная информация или советы, я с удовольствием выслушаю их, когда начну планировать. Конечно, я начну собирать все, что смогу, и расскажу вам, что найду. Это было бы невероятно полезно. Чем больше информации у нас будет, тем лучше мы подготовимся. Абсолютно. Важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения. Да особенно если мы хотим, чтобы во время нашего приключения все прошло гладко. Я полностью согласен. Давайте обязательно рассмотрим все важные детали. Мне не терпится начать, я знаю, что это путешествие будет незабываемым. Так и будет. Я рад поделиться этим опытом с вами и оставить прекрасные воспоминания. Да, давайте продолжим общаться так, как мы планируем. Командная работа сделает игру еще интереснее. Урок 8. Извержение вулканов. Было так здорово наблюдать за его извержением. Сила природы действительно внушает трепет. Я это видела. Какие материалы изверг вулкан во время извержения? В результате выброса пепла и расплавленной лавы образовалось потрясающее, но в то же время ужасающее зрелище. Звучит невероятно. Наверное, это было незабываемое зрелище, которое можно было увидеть воочию. Абсолютно.
То, как меняется ландшафт после извержения вулкана, одновременно завораживает и пугает. Да, природа напоминает нам о своей силе и непредсказуемости. Думаю, понимание вулканологии поможет нам еще больше оценить эти события. Определенно, изучение науки, лежащей в основе этих извержений, добавляет глубины впечатлениям. Давайте углубимся в эту тему, это может привести к интересным дискуссиям. Урок 9. Уникальные находки. Нам обязательно стоит обратить внимание на такие уникальные вещи. Они могут стать эффектным украшением любой Я комнаты. прекрасно понимаю. Поиск этих специальных предметов действительно может улучшить ваше пространство. Да, они добавляют персонажей и рассказывают историю, с которой товары массового производства просто не могут сравниться. Именно так. Как будто каждое изделие имеет свою историю и шарм. Мне нравится, когда я нахожу что-то, что мне нравится. Мне кажется, что оно идеально подходит. Абсолютно. Кроме того, уникальные вещи часто вызывают интересные разговоры, когда приходят гости. Да, они могут стать центром внимания в вашем доме, демонстрируя ваш индивидуальный стиль. Давайте обязательно заглянем в антикварные магазины и блошиные рынки в эти выходные. Звучит как приключение. Мне не терпится увидеть, какие сокровища мы сможем найти вместе. Урок 10. Здоровое мышление. Это отличный образ мышления. Рассматривали ли вы возможность внедрения других здоровых привычек? Да, я давно подумываю о том, чтобы добавить в свой распорядок больше занятий на свежем воздухе. Звучит замечательно. Свежий воздух и природа могут творить чудеса с вашим психическим здоровьем. Абсолютно. Мне нравится ходить в походы и гулять по парку. Это помогает мне очистить разум. Я согласен. Физическая активность в сочетании с природой — это освежающий способ восстановить силы. Кроме того, это отличная возможность ненадолго отключиться от технологий. Да, нахождение этого баланса — ключ к поддержанию общего благополучия. Я также стараюсь сосредоточиться на внимательности и медитации, чтобы лучше справляться со стрессом. Это фантастический подход. Мне стоит пойти с вами на несколько сеансов медитации. Мне это тоже пойдет на пользу. Урок 11. Экологичная очистка. Привет. Вы слышали об устойчивых методах уборки дома? Да, я читал об этом, и мне интересно, как простые изменения могут иметь большое значение. Абсолютно. Использование натуральных ингредиентов, таких как уксус и пищевая сода, эффективно и экологично. Определенно. Это отличный способ уменьшить количество химикатов в наших домах, сохраняя при этом чистоту. Кроме того, многие коммерческие чистящие средства поставляются в пластиковой упаковке, чего мы можем избежать. Именно так. Выбор экологически чистых продуктов помогает сократить количество отходов и защитить окружающую среду. Думаю, больше людей должны знать об этих вариантах и их преимуществах. Да, и если вы поделитесь советами, это может подтолкнуть и других к переходу. Давайте сразу же начнем внедрять эти методы в наши процедуры уборки. Урок 12. Обновление проекта. Что касается успеха проекта, я понял все, что обсуждалось на встрече. Отлично. Мы свяжемся с вами и предоставим обновленный план,
как только доработаем наши стратегии. Звучит отлично. Я ценю прозрачность общения. Она помогает всем оставаться в курсе событий. Абсолютно. Для нас очень важно оставаться в курсе событий в будущем. Мне не терпится увидеть, как наши усилия будут объединены для достижения наших целей. Да, и я верю, что, объединив наши навыки, мы создадим что-то впечатляющее. Давайте будем держать друг друга в курсе наших достижений. Определенно. Сотрудничество сыграет ключевую роль в успехе этого проекта. Я с нетерпением жду следующих шагов. Я уже чувствую, как нарастает ажиотаж. Урок 13. Планы путешествий. Абсолютно. Куда вы планируете отправиться в свое следующее приключение? Я открыт для предложений, но мне всегда хотелось исследовать горы. Звучит потрясающе. Свежий воздух и красивые и пейзажи омолодят. Да, и здесь так много развлечений, таких как пешие прогулки и катание на лыжах. Именно так. Кроме того, виды с горных вершин, должно быть, захватывают дух. Могу только представить. Это было бы отличным спасением от городской суеты. Давайте рассмотрим некоторые места, которые предлагают отдых и приключения. Это фантастическая идея. Мне не терпится увидеть, какие варианты мы сможем найти. Не могу дождаться начала планирования. Это путешествие будет незабываемым. Урок 14. Обмен опытом. Сегодня нас больше всего поражает наш общий опыт. Это мощная сила, которая объединяет нас. Абсолютно. Например, история о том, как европейцы мигрировали и обосновались на новых землях, это общая история. Да, оно сформировало культуры и общество так, как это чувствуется и сегодня. Удивительно видеть, как этот опыт повлиял на наш современный мир. Я согласен. Понимание нашего общего прошлого помогает нам ценить наше разнообразное настоящее. Да, это способствует сочувствию и установлению связей между различными сообществами. Давайте углубимся в эти исторические рассказы, они могут послужить важным уроком. Звучит превосходно. Изучение наших корней может пролить свет на наши взгляды. Я с нетерпением жду возможности обсудить это дальше и вместе узнать больше историй. Урок 15. Винтажный шопинг. Я ищу винтажный ковер и новые произведения искусства для своих стен. Пришло время освежить свое пространство. Звучит захватывающе. Винтажные изделия могут придать комнате особый характер и шарм. Абсолютно. Мне нравится идея иметь уникальные вещи, рассказывающие историю. Да, и поиск идеального ковра действительно может красиво связать комнату. Именно так. Я также очень хочу найти произведение искусства, отражающее мою индивидуальность. Это фантастический подход. Искусство может многое рассказать о том, кто мы есть. Давайте в эти выходные сходим на местные блошиные рынки и комиссионные магазины. Отличная идея. Будет интересно вместе охотиться за сокровищами. Мне не терпится увидеть, какие уникальные находки мы сможем найти. Урок 16. Перерыв. У меня есть для вас хорошее предложение.
Похоже, вам действительно нужен отпуск. Вы правы. Учитывая все происходящее, перерыв пойдет мне на пользу. Знаете, так было не всегда. Раньше я регулярно отдыхал, чтобы восстановить силы. Я помню, как вы возвращались из путешествий, полных энергии и историй, которыми можно было поделиться. Именно так. Путешествия действительно могут помочь вам восстановить сознание и открыть для себя новые перспективы. Думаю, мне стоит начать планировать отпуск в ближайшее время. Это важно для моего благополучия. Определенно, будь то поездка на выходные или недельный отпуск, это может иметь огромное значение. Я в восторге от идеи исследовать новое место и просто расслабиться. Давайте рассмотрим несколько направлений, которые соответствуют вашему графику и бюджету. Урок 17. Начало карьеры. Это интересная область, которую вы рассматриваете, я считаю, что в ней есть большой потенциал. Спасибо. Я очень увлечен этим и хочу изучить свои варианты. Как вы планируете начать это путешествие? Я изучал программы и общался с профессионалами отрасли. Это разумный шаг. Налаживание связей может открыть двери и дать ценную информацию. Да, и я также рассматриваю возможность стажировки для получения практического опыта. Отличная идея. Практический опыт может быть невероятно полезен для вашей карьеры. Я согласен. Я хочу быть хорошо подготовленным и хорошо осведомленным, когда поступлю на работу. Я не сомневаюсь, что благодаря вашей целеустремленности вы преуспеете в этой области. Урок 18. Осведомленность о здоровье. Вызывает тревогу мысль о том, что многие курильщики заболевают раком легких в результате своей привычки. Да, в нем подчеркиваются серьезные риски для здоровья, связанные с курением, и его долгосрочные последствия. Некоторые заболевания лечат таблетками или терапией, но вред, нанесенный курением, может быть необратимым. Именно так. Очень важно, чтобы люди знали об этих рисках, прежде чем начать курить. Я думаю, что образование играет ключевую роль в профилактике, особенно среди молодежи. Абсолютно. Чем больше мы информированы, тем лучший выбор мы можем сделать для нашего здоровья. И никогда не поздно бросить курить, есть ресурсы, которые помогут тем, кто хочет измениться. Да, системы поддержки могут существенно повлиять на то, как человек может бросить курить. Надеюсь, что все больше людей отнесутся к этим вопросам серьезно и уделяют приоритетное внимание Урок своему здоровью. 19. Путешествие Шарлотты. С момента выхода первого альбома Шарлотты она много времени проводила в рекламных турах. Да, я заметила. Общение с фанатами должно быть утомительно, но в то же время увлекательно. Абсолютно. Поскольку она выпускница школы, впечатляет, как быстро она обрела известность. Это действительно так. Ее талант и трудолюбие, безусловно, окупились. Я восхищаюсь тем, как она совмещает свою музыкальную карьеру с публичными выступлениями и интервью. Да, поддерживать этот баланс может быть непросто, особенно в центре внимания. Приятно видеть, как она процветает и делает себе имя в музыкальной индустрии. Мне не терпится увидеть, что она сделает дальше. Ее будущее выглядит невероятно светлым. Я согласен,
Давайте будем следить за ее предстоящими проектами. Я уверен, что они будут потрясающими. Урок 20. Обслуживание клиентов. Знаете ли вы, что в каждом магазине Walmart есть встречные, которые встречают покупателей у дверей? Да, думаю, это прекрасный способ создать уютную атмосферу с самого начала. Именно так. Эти приветливые также занимаются любыми особыми потребностями клиентов. Поразительно, как они стремятся сделать шопинг приятным занятием для всех. Абсолютно. Хорошее обслуживание клиентов действительно может улучшить впечатление человека от покупок. Я согласен. Это говорит о том, что магазин ценит своих клиентов и заботится об их потребностях. Кроме того, это задает позитивный тон всей оставшейся части поездки по магазинам. Да, дружеское приветствие может существенно повлиять на отношение человека к визиту. Приятно видеть, что компании уделяют приоритетное внимание такому обслуживанию клиентов. Урок 21. Цели фитнеса. Я стараюсь заниматься в тренажерном зале не менее 4-5 раз в неделю примерно по часу. Это твердое обязательство. Когда дело доходит до фитнеса, главное — постоянство. Именно так. Я считаю, что регулярное расписание помогает мне сохранять мотивацию и сосредоточенность. Это правда. Все дело в том, чтобы сделать физические упражнения частью вашей повседневной жизни. Да, мне также нравится комбинировать тренировки, чтобы было интересно. Отличная идея. Разнообразие может избавить вас от скуки и расширить границы возможного. Абсолютно. Мне нравится пробовать новые занятия или занятия, когда это возможно. Похоже, у вас разносторонний подход к фитнесу. Спасибо. Я считаю, что при достижении своих целей важно получать удовольствие от путешествия. Урок 22. Мирное урегулирование. А я надеюсь, что они смогут найти мирное решение продолжающегося конфликта. Да, всем участникам крайне важно достичь взаимопонимания и двигаться вперед. Именно так. Мирное урегулирование может привести к долгосрочной стабильности и гармонии. Душераздирающе видеть, как конфликты могут негативно повлиять на жизнь стольких людей. Абсолютно. В таких ситуациях очень важны коммуникация и компромисс. Я согласен. Важно, чтобы все стороны выслушали и нашли общий язык. Я искренне верю, что приложив усилия, можно добиться позитивных изменений. Да, давайте будем надеяться на более светлое будущее для всех пострадавших. Вместе мы можем поддержать мирные инициативы и повысить осведомленность об этих проблемах. Урок 23. Вызов рейнджера. Рейнджеры подняли глаза и увидели вражеских солдат на краю скал, стреляющих по ним из пулеметов. Похоже на ужасающую ситуацию. Как им удавалось сохранять концентрацию в условиях такого давления? Им приходилось полагаться на свою подготовку и инстинкты, зная, что их выживание зависит от быстрых решений. Абсолютно. Тренировки в стрессовых условиях должны быть невероятно сложными, но они подготавливают их к реальным боям. Да, и прилив адреналина может либо помочь им лучше выступить, либо затруднить четкое мышление. Это тонкий баланс, не так ли? Очень важно сохранять спокойствие,
а также быть внимательным к опасностям. Именно так. Я думаю, что командная работа играет важную роль в таких ситуациях, поскольку они должны полагаться на поддержку друг друга. Определенно. Общение и доверие между товарищами по команде могут сыграть решающую роль в критический момент. Удивительно, как эти впечатления формируют их характер и стойкость перед лицом невзгод. Урок 24. Приключения в заповеднике. Эй, вы когда-нибудь думали о том, чтобы посетить близлежащий природный заповедник под названием «Зеленая долина»? Да, я слышала, что здесь очень красиво, особенно весной, когда все цветет. Абсолютно. Потрясающие пейзажи и разнообразная дикая природа делают это место идеальным для отдыха. Мне нравится идея ходить по тропам и наслаждаться свежим воздухом. Именно так. Это отличный способ соединиться с природой и избежать от городского шума и суеты. Кроме того, я читал, что есть несколько прекрасных мест для пикников, где мы можем расслабиться и насладиться пейзажем. Звучит отлично. Мы могли бы взять с собой закуски и провести целый день на прогулках. Да, и, возможно, мы могли бы даже взять с собой камеру, чтобы запечатлеть прекрасные моменты. Думаю, это отличная идея. Было бы здорово сохранить воспоминания о нашем совместном путешествии. Урок 25. Геотермальные чудеса. Знаете ли вы, что подземные воды нагреваются горячими камнями на Земле? В самом деле, звучит завораживающе. Как именно работает этот процесс? Что же эта горячая вода затем выталкивается на поверхность при повышении давления, образуя горячие источники. Это невероятно. Удивительно, как природа может так эффективно использовать такую энергию. Именно так. Эти геотермальные объекты не только красивы, но и служат возобновляемыми источниками энергии. Мне бы очень хотелось увидеть горячий источник лично. Это должно быть такой уникальный опыт. Да, считается, что содержание природных минералов в воде также полезно для здоровья. Это отличный бонус. Это как отдых в природном спа-салоне прямо с земли. Определенно, изучение таких чудес напоминает нам о невероятных возможностях планеты. Урок 26. Настройки пробной версии. Когда дело доходит до судебных дел, складывается впечатление, что адвокаты защиты часто предпочитают судебное разбирательство с участием присяжных, а не только Это судьей. правда. Присяжные могут высказать разные точки зрения, что может оказаться полезным для защиты. Именно так. Они часто считают, что жюри может с большим пониманием отнестись к ситуации, в которой оказался их клиент. Да, и наличие нескольких присяжных может создать ощущение общественного мнения, а не единого мнения. Для многих адвокатов непредсказуемость состава присяжных действительно может пойти им на пользу. Это интересный момент. Речь также идет о том, как присяжные относятся к повествованию, представленному в суде. Да, захватывающая история может больше найти отклик у жюри и повлиять на их решение. Вот почему адвокаты тратят так много времени на составление аргументов для апелляции к присяжным. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти эту эмоциональную связь, чтобы повлиять на мнение жюри. Урок 27. Вечеринки в пляжной тематике. Мне всегда нравились вечеринки на пляжную тематику.
В них есть что-то такое яркое и веселое. Я полностью согласен. Здесь всегда царит непринужденная и веселая атмосфера, что делает ее идеальной для встреч. Именно так. Декорации, музыка и, конечно же, еда — все это способствует созданию пляжной атмосферы. Да, и об играх нельзя забывать. Пляжный волейбол и фрисби всегда в моде. Абсолютно. Это отличный способ вовлечь и активизировать всех. Мне нравится, как пляжные вечеринки могут объединять людей независимо от возраста. Конечно. Будь то дети, строящие замки из песка, или взрослые, наслаждающиеся коктейлями, все хорошо проводят время. Именно так. Кроме того, закат на пляже придает волшебную нотку вечеру. Думаю, нам стоит спланировать его в ближайшее время. Это был бы прекрасный способ отпраздновать лето. Урок 28. Дух Хэллоуина. Хэллоуин уже не за горами, но, честно говоря, для некоторых это просто еще один день. Я это понимаю. Тем не менее, Хэллоуин все еще успевает покорить многих своими уникальными традициями. Да, это один из тех праздников, которые могут пробудить творчество и веселье, особенно в костюмах и декорациях. Абсолютно. Многие с нетерпением ждут удовольствия от переодевания и посещения вечеринок. Кроме того, удовольствие от хитрости или угощения — заветное воспоминание для многих детей. Определенно. Это время, когда сообщества собираются вместе, чтобы отпраздновать и принять участие в праздничных мероприятиях. Думаю, Хэллоуин способен раскрыть игривую сторону в каждом, независимо от возраста. Урок 29. Литературные размышления. Вы когда-нибудь читали «Приключения Гекльберри Финна»? Это такая классика. Да, у меня есть. Настоящее имя Марка Твена — Сэмюэл Клеменс, что меня всегда интересовало. Абсолютно. Удивительно, как он выбрал псевдоним, который стал таким культовым. А сам роман затрагивает многие важнейшие социальные проблемы своего времени, такие как раса и свобода. Именно так. Путешествие Гека по реке Миссисипи — это одновременно приключение и глубокий комментарий к обществу. Да, это удивительное сочетание юмора и серьезных тем, которое делает его неподвластным времени. Мне нравится, как Твен передает дух приключений, а также критикует социальные нормы. Определенно. Это книга, которая побуждает читателей критически относиться к морали и дружбе. Поразительно, как литература может отражать сложности человеческой природы. Урок 30. Революционный контроль. Интересно отметить, как большевики взяли революцию под свой контроль в ноябре. Да, их приход к власти стал важным поворотным моментом в истории России. Ленин и его последователи были полны решимости создать новое правительство, основанное на коммунистических принципах. Именно так. Они верили в радикальные перемены, которые нашли отклик у многих страдавших в то время. Удивительно, как их идеология привлекла разнообразную группу сторонников. Да,
и их стратегии часто оказывались довольно эффективными в мобилизации масс. Однако их методы также вызвали значительное сопротивление и страх среди других. Определенно. Последствия их роста ощущались далеко за пределами России и повлияли на мировую политику. Это сложная глава истории, которая продолжает вызывать дискуссии и сегодня. Урок 31. Оставайтесь в тренде. Я искала идеи и советы, как оставаться в тренде. Кажется, мода меняется так быстро. Я знаю, что ты имеешь в виду. Как будто работа стилиста действительно поможет сохранить ваш гардероб свежим и актуальным. Именно так. Они внимательно следят за тем, что работает, и могут помочь вам открыть для себя новые стили. Да, и они могут дать представление о том, как эффективно смешивать и сочетать фигуры. Кроме того, они часто получают доступ к эксклюзивным коллекциям и трендам еще до того, как они попадут в мейнстрим. Это правда. Может быть интересно носить что-то уникальное, что есть не у всех. Конечно, думаю, слежение за влиятельными модными людьми также может стать отличным вдохновением. Абсолютно. Социальные сети — это фантастическая платформа для открытия новых стилей и тенденций. Я согласен. Все дело в том, чтобы найти то, что соответствует вашему индивидуальному стилю и при этом оставаться в курсе последних событий. Урок 32. Мирные индейцы. Интересно, как со временем индейцы стали мирными, особенно после первых конфликтов. Да, это замечательная трансформация, но она не обошлась без проблем. В конце 1609 года Смит получил травму, что еще больше осложнило урегулирование. Это правда. Его травмы привели к значительным изменениям в руководстве и стратегии. Удивительно, как эти события повлияли на отношения между поселенцами и коренными американцами. Абсолютно. Это подчеркивает сложности человеческих взаимодействий в этот период. Да, и это напоминание о важности понимания разных точек зрения. Конечно. История часто преподает нам ценные уроки о сотрудничестве и конфликтах. Думаю, изучение этих историй помогает нам оценить стойкость всех участников. Урок 33. Обсуждение цен. Звучит разумно. Думаю, для нас важно четко обсудить цены и условия оплаты. Абсолютно. Прозрачность в этих вопросах помогает укрепить доверие между обеими сторонами. Да, и это гарантирует, что все согласны с ожиданиями. Я согласен. Давайте изложим ключевые моменты, чтобы потом избежать недоразумений. Отличная идея. Важно учесть все аспекты, включая возможные дополнительные расходы. Именно так. Я хочу убедиться, что не будет никаких сюрпризов, когда мы начнем проект. Конечно, четкая коммуникация — ключ к успешному партнерству. Да, и это задает позитивный тон нашему дальнейшему сотрудничеству. Я рад, что мы нашли время заранее обсудить эти детали. Урок 34. Планы на выходные. Эй, вы думали о каких-либо планах на выходные? Да, я действительно собирался отправиться в небольшое приключение по близлежащим пешеходным тропам.
Звучит захватывающе. Мне нравится идея исследовать природу и подышать свежим воздухом. Именно так. Это отличный способ расслабиться и отвлечься от шума и суеты повседневной жизни. Кроме того, погода должна быть идеальной для пеших прогулок, чистое небо и умеренная температура. Так даже лучше. У вас есть конкретная тропа, которую вы хотите исследовать. Я думал об этой популярной кольцевой тропе. Я слышала, что с ее вершины открываются потрясающие виды. Я слышала об этом. Предполагалось, что это будет немного сложно, но затраченные усилия того стоят. Да, я за хорошую тренировку, особенно с красивыми пейзажами в качестве награды. Урок 35. Наслаждение поездкой. Вам понравилось наше путешествие на прошлой неделе? Абсолютно. Несмотря на трудности с транспортировкой, с которыми мы столкнулись, в целом это был фантастический опыт. Согласен, несмотря на то, что поездка на автобусе и была немного неровной, место назначения того стоило. Да, и достопримечательности, которые мы увидели по пути, были потрясающими, что делало путешествие приятным. Именно так. Иногда именно небольшие сборы в путешествиях создают лучшие истории в будущем. Это так. Мне нравилось исследовать новый город и пробовать разные блюда. Я тоже. Каждое блюдо само по себе было настоящим приключением, наполненным уникальными вкусами. А знакомство с новыми людьми добавило впечатлений и сделало их еще более незабываемыми. Не могу дождаться нашей следующей поездки. Надеюсь, мы сможем ее спланировать в ближайшее время.